Привет, это радио Вашингтон. Меня зовут Ксения Туркова. В ближайшие несколько минут мы с коллегами расскажем вам самые важные новости о войне в Украине и о глобальном контексте. Это подкаст «Украина. Что происходит?» И вот его главные темы. Атака беспилотников на Днепр, есть погибшие и раненые. Представители Трампа и Зеленского встречаются в Париже. Мэрия Вашингтона утвердила новый праздник «День Овечкина». Украинские организации возмущены. Итак, поздно вечером в среду российские военные атаковали беспилотниками Днепр. По последним данным, погибли 3 человека, среди них 1 ребенок. Ранения получили 28 человек, из них 4 детей. От удара дронов пострадали дома, студенческие общежития, здания учебного заведения и пищевого предприятия. Днепропетровская область также подверглась атаке. В Никополе погибли 2 мужчин, еще 5 человек получили ранения. Также под ударом оказались несколько сел в Харьковской области. Возникли пожары, пострадали 17 человек, повреждены жилые дома. В четверг российская авиация нанесла удар и по центральному району Херсона, в результате чего 1 человек погиб, 5 пострадали, в их числе 15-летний подросток. Движение к справедливому и прочному миру, включая полное прекращение огня, обсуждают в эти дни в Париже. Там прошла встреча между украинской делегацией и представителями Франции, Германии и Великобритании. Подробности в репортаже автора телеграм-канала «Брюссель подслушано» Валентины Васильевой. Как сообщил в своей соцсети X госсекретарь США Марко Рубио, в Париж вместе с спецпосланником Уиткофом он приехал с целью найти практические решения, как остановить войну. В районе 2 часов дня по центральноевропейскому времени американскую делегацию в Елисейском дворце встретил Эммануэль Макрон и министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. Они отправились на переговоры, по итогам которых прессе пока ничего не сообщили. Из того, что известно, Макрон перед встречей с американцами позвонил Владимиру Зеленскому. И еще важный момент, который стоит напомнить. На прошлой неделе Уиткоф встречался с Путиным. По итогам он назвал переговоры убедительными и заявил, что на пути достижения мира стоит вопрос о 5 территориях – Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях и Крыме. Поднимал ли сегодня Уиткоф этот вопрос на встрече с Макроном, неизвестно. Но Владимир Зеленский сегодня на отдельной пресс-конференции уже упрекнул спецпосланника США в том, что в вопросе территории он принял для себя стратегию российской стороны. Зеленский также подчеркнул, что не будет признавать указанные территории российскими, и еще заявил, что сделка по минералам может быть подписана онлайн уже сегодня. Еще одна встреча, которая сегодня прошла в Париже, это встреча украинской делегации с партнерами по коалиции желающих, представителями Франции, Великобритании и Германии. На ней также присутствовали Уиткоф и Рубио. В составе украинской делегации были глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. Фотографию из Парижа с Умеровым и Ермаком опубликовал также и спецпосланник Трампа Кит Келлог. Он заявил, что в Елисейском дворце идут очень продуктивные переговоры по окончанию боевых действий. По данным народного депутата Украины Алексея Гончаренко, в качестве даты перемирия рассматривается 20 апреля, но пока подтверждение этой информации не поступало. Тем временем Дональд Трамп заявил, что ждет ответа России по предложению о прекращении огня в Украине уже на этой неделе. Валентина Васильева о встрече в Париже, на которой, напомню, должны присутствовать и представители США. У украинской делегации запланирована встреча с государственным секретарем США Марком Рубио и спецпосланником американского президента Стивом Уиткофом. Президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что меморандум по недрам может быть подписан уже в ближайшие часы. Тем временем в Кремле сообщают, что российская и американская стороны еще не договорились о новом телефонном разговоре между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Об этом заявил помощник главы Кремля Юрий Ушаков. По его словам, разговоры о новом телефонном звонке идут, но пока договоренности не достигнуты. Издание «Политику», напомню, еще в начале апреля писало о возможном звонке, но пока этот разговор так и не состоялся. Пока европейские лидеры обсуждают возможность отправки в Украину миротворческого контингента, Россия продолжает удерживать в плену представителей Европейской организации ОБСЕ. О судьбе Дмитрия Шабанова и Максима Петрова пишет украинское издание «Реальная газета», которое освещает ситуацию на оккупированных территориях. Ассистента по безопасности ОБСЕ Дмитрия Шабанова люди в масках задержали в Луганской области 15 апреля 2022 года. Его коллегу по миссии, переводчика Максима Петрова, арестовали днем ранее, ворвались в квартиру и
положили его лицом в пол. В итоге обоих представителей ОБСЕ осудили на 13 лет за госизмену и работу на разведку США. По информации главреда «Реальной газеты» Андрея Дегтяренко, Петрова и Шабанова содержат в ужасных условиях, и освободить их, несмотря на все усилия, пока не удается. Именно этот кейс, в частности, и может стать препятствием к работе миротворческого контингента в Украине. Если представители ОБСЕ не освободят, это будет означать, что любой миротворец может быть потенциальной мишенью России, сказал Андрей Дегтяренко в интервью «Радио Вашингтон». Что важно, в контексте переговоров, к которым администрация Трампа толкает Украину и Россию, в контексте разговоров о том, что будет на территории, которая охвачена войной после заморозки конфликта, так или иначе идет речь о каких-то миротворцах, о каких-то войсках или организациях международных, которые должны мониторить соблюдение перемирия между Украиной и Россией. Собственно, встает вопрос, а как же возможно осуществление мониторинговой миссии, осуществление миротворческой миссии, если одна из сторон не гарантирует безопасность этих участников миротворческой миссии? А я хочу напомнить, что ОБСЕ – это организация, одним из основателей которых является Российская Федерация. Получается, что Россия, которая является членом ОБСЕ, которая платит взносы за то, чтобы эта организация существовала, при этом совершенно спокойно хватает действующих членов мониторинговой миссии и сажает их по абсолютно выдуманным обвинениям в тюрьмы и в колонии. Но мне кажется, очень важно, чтобы в том числе и американская делегация, которая проводит переговоры с Россией, обсуждала не только там вопросы, где на карте будет остановлена война, но и в том числе вопросы обеспечения безопасности любых будущих участников миротворческих миссий. И однозначно первым шагом к тому, чтобы эти миссии вообще хотя бы гипотетически смогли принять участие в будущем мирном урегулировании, является освобождение уже действующих членов ОБСЕ, которые сейчас находятся в российских тюрьмах. Вот без этого, мне кажется, вообще никакое продвижение дальше невозможно. Иначе вот этот случай, этот кейс ОБСЕшников, которые сидят в российских тюрьмах, мне кажется, сделать невозможным любое участие миротворцев, которые теоретически смогут приехать. Каждый из них будет являться потенциальной жертвой России. Главный редактор «Реальной газеты» Андрей Дегтяренко. Статью, посвященную ситуации с представителями ОБСЕ, вы можете найти на сайте «Реальной газеты». Журнал «Экономист» опубликовал большую статью с анализом внутриполитической ситуации в Украине. На фоне критики со стороны Дональда Трампа, назвавшего Зеленского диктатором, украинское общество в основном сплотилось вокруг главы государства. Однако оппозиционные политики и гражданские активисты говорят, что сталкиваются с давлением, в связи с чем участие общества в Украине вызывает обеспокоенность концентрации власти в одних руках. Действительно ли Зеленский усиливает контроль над политической системой? О выводах «Экономист» расскажет Алексей Горбачев. По мнению редакции The Economist, украинская политическая система все больше склоняется к авторитаризму. С начала полномасштабной войны Владимир Зеленский получил чрезвычайные полномочия, но, как отмечают журналисты, сегодня эта концентрация власти выходит за рамки военной необходимости и угрожает самой демократической модели Украины. Редакция издания отмечает, что после того, как Дональд Трамп в феврале назвал Зеленского диктатором, любая критика президента внутри страны воспринимается как подрыв национального единства. Хотя общество в целом сплотилось вокруг главы государства, публичные оппоненты Зеленского маргинализованы, пишет The Economist. Например, бывший президент и лидер крупнейшей оппозиционной партии Петр Порошенко обвинен в угрозе нацбезопасности, его активы заморожены, возбуждено дело о госизмене. Эти меры де-факто исключают его из любого будущего избирательного процесса. По словам депутата Верховной Рады Украины Алексея Гончаренко, это создает опасный прецедент. Если Порошенко могут устранить без суда, это может произойти и с любым другим кандидатом. Как пишет издание The Economist, от ключевых государственных постов отстранены популярные и самостоятельные фигуры. Среди них Валерий Залужный, бывший главком ВСУ, Александр Кубраков, экс-министр инфраструктуры, бывший глава МИД Дмитрий Кулеба и Мустафа Наем, руководивший агентством по восстановлению. Их всех объединяет высокая популярность, независимость и прямой доступ к западным партнерам.
Издание The Economist также отмечает, что ключевые решения принимаются не правительством или парламентом Украины, а узкой группой чиновников в офисе президента. Среди них глава офиса президента Андрей Ермак, спичрайтер Зеленского Дмитрий Литвин, а также Олег Татаров, куратор силовых структур. Эта команда не склонна делиться полномочиями даже с лояльными, но самостоятельными чиновниками, пишет The Economist. Издание указывает, что антикоррупционер Виталий Шабунин, разоблачавший хищение в Минобороны, был наказан отправкой на фронт. СМИ, в частности «Украинская правда», сталкиваются с ограничениями, давлением на рекламодателей и бойкотом. Это не системная цензура, но если не сопротивляться, свободное пространство исчезнет до того, как мы это поймем, говорит редактор «Украинской правды» Севгиль Мусаева. Ранее плюрализм в Украине обеспечивался региональным разнообразием, конкуренцией элит и поддержкой гражданского общества со стороны западных миссий. Сегодня эти механизмы ослаблены или демонтированы, пишет The Economist. Как выразился депутат Гончаренко, маленькая демократия может противостоять большой автократии, но маленькая автократия может быть ею поглощена. Алексей Горбачев, Радио Вашингтон. Стоит напомнить, что обозначение Зеленского как диктатора и узурпатора власти – одна из любимых тем российской пропаганды. Государственные каналы и прокремлевские медиа называют власть в Украине киевским режимом, а самого Зеленского – просроченным президентом, несмотря на то, что он находится у власти 6 лет, а Путин фактически 25. В самой же Украине не боятся критиковать Зеленского, несмотря на то, что его рейтинг по-прежнему остается довольно высоким, его действия и заявления часто подвергаются сомнениям и критике. В Вашингтоне скандал вокруг объявления Дня Овечкина. Информация о появлении такой знаменательной даты появилась на сайте мэрии американской столицы. В заявлении мэра перечисляются заслуги Овечкина, который, цитата, «внес вклад во многие успехи своей команды, включая 16 выходов в плей-офф и первый кубок Стэнли для Washington Capitals в 2018 году». Кроме того, 4 апреля этого года Овечкин забил свой 893-й гол и 894-й, сравнявшись с вечным рекордом Уэйна Грецки, а 6 апреля забил 895-й гол, превзойдя этот рекорд, пишет мэр. Рекомендую всем жителям Вашингтона это отметить, говорится в заявлении Мюриэл Баузер. В то же время решение мэрии Вашингтона вызвало возмущение местных украинцев, а также американских и канадских организаций, которые поддерживают Украину. Ведь Овечкин никогда не скрывал своих симпатий к Путину, а за полгода до президентских выборов России объявил о создании общественного движения «Путин Тим» – команда Путина. На сайте Change.org появилась петиция с призывом бойкотировать возможные матчи НХЛ и КХЛ. О содержании петиции и о том, какие эмоции вызывает у украинцев новость о Дне Овечкина, нам рассказала вашингтонская активистка Марина Львовская. Таке рішення в мене викликає бурхливі негативні емоции. Такое решение у меня лично вызывает очень сильные негативные эмоции, такие как возмущение, отвращение, горечь и беспокойство. Возникает ощущение, что руководство Вашингтона пытается через мягкую силу спорта, а именно через фигуру Овечкина, сблизить две страны – Россию и США, игнорируя и обесценивая ту боль, которую пережили украинцы из-за российской агрессии в Украине. Политическую позицию Алекса Овечкина, который в начале полномасштабного вторжения высказывался, в общем, против войны, но не осудил действия российского руководства, мы считаем прокремлевской. О чем идет речь в петиции? 2 десятка проукраинских, американских и канадских организаций призывают всех фанатов НХЛ отказаться от участия в матче между НХЛ, Национальной хоккейной лигой, и КХЛ, Континентальной хоккейной лигой, в которой должны принять участие Россия, Беларусь, Китай и Казахстан. Эта встреча была предложена Путиным Дональду Трампу. В тексте петиции мы также напоминаем о том, что спорт – это мягкая сила, которая не может быть вне политики. Прискорбно, что руководство Вашингтона создает героя для американских детей и поклонников хоккея, не обращая внимания на его позицию по отношению к геноциду украинцев, которые борются за свою независимость. Украинцев, які борются за свою незалежность. Вашингтонская активистка Марина Львовская. При этом спортивные комментаторы утверждают, что называть Овечкина лучшим бомбардиром в истории НХЛ вообще неправильно. По словам известного спортивного журналиста Александра Шмурнова, Овечкин забросил больше всех шайб в регулярных чемпионатах, то есть, по сути, в отборочных матчах. При этом лучший бомбардир – это игрок, набравший больше всего очков. По этому показателю лидирует Грецки. Овечкину нужно еще примерно 20 лет играть, чтобы приблизиться к этому рекорду, говорит Шмурнов. Своим мнением в комментарии «Радио Вашингтон» поделился и украинский спортивный обозреватель Вадим Плачинда.
Львиную долю своих голов Овечкин достаточно однообразно забивал из левого круга вбрасывания сильным броском, либо сильным броском из средней дистанции, либо в пустые ворота. И мне это не особо импонировало. Я считаю Грецкий намного более разнообразным, техничным, интересным, разносторонним хоккеистом. И не считаю конкуренцию Грецкий и Овечкина за рекорд вообще честной. Потому что у Овечкина, особенно в поздней части карьеры, были матчи, когда его не было видно на льду. Он не влиял на результат. Его не было видно в течение всего матча. Но зато, когда его команда выигрывала в 1-2 шайбы, соперник менял вратаря на 6-го полевого игрока, чтобы отыграться, вся команда охотно Овечкину выкатывала шайбу для побития рекорда Грецкий на пустые ворота. Грецкий так никогда не играл. Грецкий играл на команду. Грецкий всегда старался приносить пользу команде. И если бы он знал, что до его рекорда кто-то когда-то доберется, естественно, он просил бы своих одноклубников: ребята, вы мне чаще давайте на пустые ворота, чтобы я много наколотил голов, и никто никогда не смог бы подобраться к моему рекорду. Грецкий так не делал. Он играл, как получалось. Действительно, это было искусство на льду. Это было очень красиво и зрелищно. Относительно дня Овечкина 11 апреля. Жители Соединенных Штатов Америки должны понимать, что если не этим летом, то после завершения карьеры Овечкин, который является вдохновителем, организатором и участником Путин Тим, поедет к маньяку, который сейчас управляет Россией, то есть к Путину. И Путин вручит ему либо орден, либо звезду Героя России за подвиг российского представителя, российского парня в логове врага, то есть в Вашингтоне. Украинский спортивный обозреватель Вадим Плачинда. Добавлю, что Алекс Овечкин действительно очень популярная фигура в Америке. У меня, например, есть даже знакомые, которые назвали собаку в его честь. На этом все. Если вы следите за событиями в Украине и за тем, кто и как пытается остановить войну, подписывайтесь на наш канал и слушайте нас на платформе Эхо. До встречи.